Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого и вкусного летнего десерта. Готовить десерт буду в стаканах и в слойках. У меня 900 грамм готового бездрожжевого слоеного теста. Из части теста я формирую 6 слоек. Слойки я ничем не смазываю. Отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 200-220 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень, примерно на 15-20 минут, в зависимости от вашей духовки. Выпекаю слойки до золотистой корочки. Готовые слойки перекладываю на тарелку и даю им остыть. Остальное тесто также выпекаю 20 минут. Эти слойки я измельчу в крошку. Готовым слойкам даю остыть. Здесь 100 грамм очищенного апельсина. Это один апельсин среднего размера. Нарезаю дольки апельсина на небольшие кусочки и пока перекладываю в миску. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. 350 грамм творога жирностью 5% выкладываю в чашу блендера. Жирность творога по вкусу. Добавляю 190 грамм сметаны жирностью 20%. Сметану лучше использовать жирную. Чем жирнее, тем вкуснее. Добавляю 100 грамм сахара по вкусу. И перемешиваю до однородной кремообразной консистенции. Вот такая творожная масса у меня получилась. Для удобства перекладываю ее в кондитерский мешок. Собираю десерт в слойках. Можно дно слоек немного примять, поломать, но я этого не делаю. Просто кладу на слойки кусочки апельсина. Сверху при помощи кондитерского мешка выкладываю творожную массу. Я решила украсить слойки ореховой крошкой. У меня это обжаренные и измельченные грецкие орехи. Убираю слойки в холодильник, чтобы творожная масса стабилизировалась. Готовлю вторую партию творожной массы для десерта, который буду собирать в стакане. Здесь тоже 350 грамм 5% творога. Добавляю 160 грамм 20% сметаны. Хочу сделать творожную массу немного гуще. Добавляю 80 грамм сахара. И перемешиваю до однородного кремообразного состояния. Вот такая консистенция у меня получилась. Для удобства перекладываю творожную массу в кондитерский мешок. 150 грамм вишневого конфитюра я для удобства переложила в кондитерский мешок. Рецепт конфитюра появится в подсказке вверху экрана. У меня 6 стаканов объемом 250 мл. На дно каждого стакана кладу вишневый конфитюр.
Для этого десерта можно использовать любой конфитюр, джем или варенье по вашему вкусу. Или использовать любые свежие фрукты. Очень вкусный десерт получается со свежей клубникой и малиной. Сверху на конфитюр выкладываю творожную массу. Слойки измельчаю руками и укладываю на творожный слой. Затем снова слой конфитюра. Всего у меня ушла 1 пол-литровая банка вишневого конфитюра. Решила дальше конфитюр укладывать ложкой и разровнять, чтобы заполнить пустоты в крошке. Сверху на конфитюр выкладываю оставшуюся творожную массу. И посыпаю слоеной крошкой. Готовый десерт убираю в холодильник для стабилизации. Лучше дать десертам постоять в холодильнике хотя бы 2-3 часа. Мои десерты стояли в холодильнике примерно 45 минут. Моим мужчинам не терпится их побыстрее съесть. Вот такой десерт-слойки у меня получился. Слойки вкусные, хрустящие, в меру сладкие. В общем, все, как я люблю. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этих вкусных летних десертов, вы сейчас видите на экране. В стаканах десерты получаются не менее вкусные. Моим мужчинам они нравятся даже больше, чем слойки. В сезон фруктов можно готовить творожные десерты с разными вкусами, и все они получатся вкусными и полезными. В моей семье очень любят эти летние десерты. Иногда я готовлю десерты с бисквитной крошкой или крошкой из песочного печенья. Тоже получается вкусно. Но вкус десертов с крошкой слоеного теста мне нравится больше всего. Этот десерт очень нравится детям, даже тем, которые не любят творог. Приготовьте десерт по этому рецепту, его вкус вам точно понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!